Привет! Сегодня мы поговорим о разрядности в аудио, о том, почему в мире звука так ценятся большие числа bit depth и как это влияет на наше восприятие музыки. Забудьте о мифах и эзотерике. Мы будем говорить о совсем неочевидных вещах. Не только о физике, математике, но и немного о магии, которая рождается на их стыке. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата, ничего лишнего, поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Итак, начнем. Что же такое разрядность в аудио? Представьте, что вы шеф-повар, а ваша музыка — это изысканное блюдо. Чтобы приготовить его идеально, вам нужна большая, хорошо оборудованная кухня. Цифровой звук — это набор чисел, описывающих каждую мельчайшую деталь звуковой волны. Разрядность, о которой мы говорим, это своего рода точность весов, на которых мы взвешиваем каждый кусочек запечатленной звуковой волны. Разрядность измеряется в битах. Обычно используются битовые разрешения от 16 до 64, включая 32 и 64 бита с плавающей точкой. Иногда, возможно, вы слышали, 128 и 256 можно использовать тоже. Зачем же так много? Теперь представьте, что вы готовите это блюдо, используя различные ингредиенты, смешивая их, добавляя специи. В мире цифрового аудио это называется обработкой звука. Когда мы меняем громкость, добавляем эффекты, накладываем один звук на другой, мы фактически выполняем математические операции – умножение и деление, сложение и вычитание. Например, если вы хотите сделать звук тише, вы умножаете все числа, описывающие его, на число меньше единицы. Если вы добавляете реверберацию, тот самый эффект, который создает ощущение объема, результат многократных отражений звука в помещении, то вы складываете исходный сигнал с его многочисленными задержанными копиями. Это как если бы вы готовили суп в кастрюле. И тут возникает загвоздка. Что, если в процессе этих математических операций числа станут слишком большими для вашей кастрюли? Мы доливали и доливали воду в эту кастрюлю, которая вдруг стала слишком мала, и часть бульона просто вылилась на плиту. В цифровом аудио это называется перегрузкой по уровню. Это приводит к искажениям, к обрезанию пиков звуковой волны, и звук становится грязным, неприятным. Так что же делать, когда обычных битов не хватает, и мы рискуем потерять точность? Вот тут на помощь приходят большие разрядности. Это такие контейнеры для чисел, которые могут вместить больше информации. Представьте, что у вас есть маленькая коробочка для хранения монет, скажем, на 10 монет. Если вам нужно хранить 100 монет, вам нужна коробочка побольше. В мире компьютеров такие коробочки измеряются в битах. Мы говорим про 32 или даже 64 бита. Так. Смотрите, если мы перемножаем два числа, каждая из которых, допустим, занимает 16 бит, это как две маленькие коробочки по 16 монет. Результат этого умножения может оказаться настолько большим, что ему понадобится до 32 бит. Это не просто так, это математика. При умножении чисел их замер в битах обычно удваивается. А если мы умножаем не два числа, а три числа, например, сначала а на b, а потом результат на c, если а и b 16-битные, их произведение может быть 32-битным. А когда этот 32-битный результат умножается на 16-битное число c, то финальный ответ может вырасти до 48 бит. Чем больше чисел мы умножаем, тем больше бит может понадобиться для точного хранения результата.
Для двух чисел коробочек по 16 монет результат нужно складывать в коробочку на 32 монеты. А для трех чисел коробочек по 16 монет результат займет коробочку уже на 48 монет. Верно? Да. Но важно понимать, это не значит, что процессор прямо сейчас использует все эти 48 бит. Он обычно работает с фиксированными размерами, например, 32 или 64 бита. Но для больших результатов он может использовать специальные приемы или даже несколько своих ячеек памяти, их называют регистрами, чтобы справиться с вычислениями. Так это никакого процессора так не хватит? Выхода нет? Отнюдь. Вот тут-то мы и подходим к развилке. Либо мы даем числам столько бит, сколько им нужно, чтобы быть абсолютно точными, либо мы начинаем обрезать их. Представьте, что у вас 48-битное число, а сохранить его можно только в 32 битах. Придется отсечь хвост, самые младшие, менее значимые биты. И каждый раз, когда мы так делаем, мы теряем точность. Это как отрезать кусочек от фотографии. Она все еще узнаваема, но часть деталей утеряна. В некоторых вычислениях, например, в науке, инженерии или финансовом моделировании, где каждая крупица точности на вес золота, такая потеря может стать критичной. Поэтому для очень-очень точных вычислений, особенно с целыми числами, исследователи и инженеры могут использовать фантастические размеры – 128, а то и 256 бит. Такие числа могут занимать сотни и даже тысячи бит. Для них есть специальные программные библиотеки. Но это, скажем прямо, не самый оптимальный вариант для повседневных задач. Ваш обычный процессор в компьютере или телефоне, скорее всего, оптимизирован для работы с 64-битными числами. Да, он умеет работать и с большими, но это уже не так быстро. Представьте, что вы привыкли носить небольшие коробки, а тут вам дали огромный шкаф. Вы его перенесете, но это займет больше времени и усилий. Так что использование таких гигантских чисел, которые не поддерживаются процессором напрямую, замедляет работу. Это своего рода компромисс между скоростью и точностью. Чем точнее вам нужно, тем медленнее может быть вычисление. Да и памяти может не хватить. Особенно для специализированных устройств, таких как цифроаналоговые преобразователи, синтезаторы, модули эффектов и прочее. А можно не жертвовать точностью? Или это неизбежно? Вот тут нам на выручку приходят форматы с плавающей точкой. Ну, эти 32 и 64-битные числа, о которых мы говорили. Представьте, что это не просто большая коробочка для монет, а коробочка, которая умеет динамически менять масштаб. Это достигается за счет использования так называемых форматов с плавающей точкой, или, как говорят на русском языке, с плавающей запятой. Это одно и то же. В чем фишка? Числа с плавающей точкой позволяют нам представлять как невероятно маленькие, так и очень большие значения, при этом гибко управляя точностью. Это как научная нотация, помните? Когда мы пишем, например, 1,23 умножить на 10 в 25 степени. Это число с 25 нулями. Или 4,56 умножить на 10 в минус 18 степени. Это крошечное число после запятой. Мы всегда фиксируем значимые цифры, а степень указывает, насколько число большое или маленькое. Такая система дает нам огромный динамический диапазон. Вот почему она идеальна, скажем, для представления разницы между самым тихим и самым громким звуком. И это позволяет избежать перегрузки в процессе обработки. Даже если в какой-то момент вычисление промежуточное значение станет очень большим, формат с плавающей точкой подстроится под него, не переполняясь. Это как если бы ваша кастрюля могла сама увеличиваться в размерах по мере добавления ингредиентов, никогда не допуская перелива содержимого наружу. Именно поэтому большинство современных профессиональных аудиоредакторов и цифровых аудиостанций DAW используют внутреннюю обработку с разрядностью 32 или 64 бита с плавающей точкой. Это гарантирует максимальную точность и отсутствие потерь при любых манипуляциях со звуком. Так число с плавающей точкой никогда не переполнится?
Почему тогда они разной разрядности? Совсем нет. Можно переполнить и число с плавающей точкой. Поэтому для достаточно объемных вычислений в аудиоприложениях рекомендуется использовать формат 64-бит float. А точность одинаковая для любых чисел с плавающей точкой? Важный момент. Точность чисел с плавающей точкой не всегда одинакова. Она, по сути, плавает. Представьте, что у вас есть одна и та же измерительная линейка. Когда вы измеряете что-то очень маленькое, например, толщину волоса, эта линейка очень точна. Вы можете увидеть мельчайшие детали, вроде тысячных долей миллиметра. Но если вы этой же линейкой пытаетесь измерить что-то очень большое, например, длину футбольного поля, то она как будто растягивается. Вы все еще видите много цифр, но расстояние между делениями становится крупнее, то есть вы уже не сможете так же точно измерить мелкие детали. Вы скажете, это примерно 100 метров, но не сможете точно сказать 100 метров и 1 сантиметр или 100 метров и 2 сантиметра. Мелкие нюансы теряются. При этом количество надежных цифр, которые вы можете назвать, остается примерно одним и тем же по всему диапазону. Это как если бы вы всегда могли точно записать, например, старшие 7-8 цифр числа, независимо от того, насколько оно огромное или крохотное. Поэтому в звуке, когда мы работаем с очень тихими звуками, скажем, с едва слышным шепотом в записи, детализация будет фантастической. Мы услышим все нюансы. Но для очень громких звуков, например, мощного взрыва, точность сохраняется для основных, самых громких частей звука, а вот самые-самые мелкие детали могут быть сглажены или потеряны. Именно в этом и заключается плавающая природа таких чисел. Они дают нам огромный диапазон, мы можем работать как с микроскопическими, так и с гигантскими значениями. Взамен они жертвуют одинаковой точностью на всех уровнях громкости, подстраиваясь под масштаб. Однако важно понимать, что для очень громких звуков нам, как правило, и не нужна такая же ювелирная детализация, как для тихих. Ведь главное – это относительная точность. Мы еще вернемся к тому, применимо ли это в работе со звуком. И вот почему это лучше для аудио, чем использовать только целые числа. Когда звук становится очень тихим, близким к нулю, в целочисленной арифметике мы быстро теряем детали, потому что у нас нет битов после запятой, чтобы описать эти микроскопические колебания. Звук просто обнуляется или замерзает. Плавающая точка, благодаря своей способности плавать, может точно представлять эти микроскопические колебания, сохраняя нюансы и детали звука даже на самых низких уровнях громкости. Это значит, что ваш любимый трек будет звучать чисто и полно, без неприятных искажений, независимо от того, насколько тихо или громко он записан. К тому же формат 64-бит float дает большую точность и на высоких уровнях по сравнению с 32-бит float. И 64-бит float также позволяет работать с большим запасом по точности при том же количестве вычислений, что и 32-бит float. Формат 64-бит float, например, используется для вычислений в программе-конвертере аудиофайлов AUI Converter. Это уменьшает вероятность того, что сложные вычисления упрутся в потолок или потеряют точность при округлении. Дополнительную информацию можно почитать по ссылке в описании. А что для специализированных музыкальных устройств? Для реализации алгоритмов не на компьютере, а на железе.
Имейте в виду, что 32 или 64-битные числа с плавающей точкой, конечно, занимают больше памяти, чем те же 16-битные целые числа. Но это плата за их огромный диапазон и невероятную гибкость. Поэтому в устройствах, где память и вычислительная мощность очень ограничены, например, в старых или простых цифроаналоговых преобразователях ЦАП или некоторых процессорах эффектов, бывает сложно реализовать вычисление с плавающей точкой. Там чаще используют фиксированную точку, потому что это проще и требует меньше ресурсов. Стоимость электронных компонентов, дающих вычислительные ресурсы, тоже имеет значение. Как будет реализована обработка на практике? А стоит ли использовать, скажем, 128-бит флот? Для аудиоприложений в данный момент это не имеет смысла, при том, что 128-бит флот — нестандартный формат для процессора и избыточно усложняет реализацию алгоритмов. Мы не видим улучшений от 128 бит? Именно. Мы смотрим на шум, и нам нет необходимости его уменьшать бесконечно. От минус 170 до минус 200 дБ при обработке, по нашему мнению, вполне оправданы и с лихвой покрывают все потребности аудио. С огромным запасом. Учитывая электрический шум аналогово-цифровых и цифроаналоговых преобразователей, находится на уровне около минус 120 и минус 130 дБ. Все это обеспечивается 64-бит флот для огромного количества сложений и вычитаний, умножений и делений при обработке музыки. Теперь давайте поговорим о DSD – Direct Stream Digital, формате, который можно назвать форматом бесконечной разрядности. Как ни парадоксально. Это звучит интригующе, не так ли? В отличие от привычного PCM, где звук описывается множеством цифровых снимков с определенной разрядностью, например, 16 или 24 бит, DSD использует другой подход. Он записывает изменения амплитуды звуковой волны в виде последовательности однобитных импульсов. По сути, он фиксирует не саму высоту точки, а лишь направление ее движения – вверх или вниз. Представьте, что вы следите за движением автомобиля по дороге. PCM – это как если бы вы делали фотографии автомобиля с определенными интервалами, фиксируя его точное положение. DSD – это как если бы вы каждую миллисекунду отмечали, автомобиль едет правее или левее. Чем чаще вы делаете эти отметки, тем точнее вы можете воссоздать его движение. Эта частота называется частотой дискретизации, которая в DSD очень высока, например, 2.8 МГц или 5.6 МГц, а иногда и выше. В этом смысле бесконечная разрядность DSD – это не мистическое свойство, а результат такого подхода к кодированию звука. Однако важно понимать, что DSD не лишен своих компромиссов. Однобитная дискретизация приводит к образованию высокочастотного шума. Его приходится отодвигать за пределы слышимого диапазона с помощью специальных формирователей шума. Но это уже другая история. Главное, что бесконечная разрядность DSD – это не мистическое свойство, а результат такого подхода к кодированию звука. Теперь перейдем к железу. Да, мы записали звук, обработали его, сохранили файл. Теперь пришло время воспроизвести его. Здесь в игру вступает ЦАП – цифроаналоговый преобразователь. Это устройство, которое превращает цифровые числа обратно в аналоговый электрический сигнал, который затем усиливается и подается на ваши колонки или наушники. И что там с разрядностью? Она обеспечивает динамический диапазон звука? Отчасти. Мы уже говорили о динамическом диапазоне. Файл с высокой разрядностью, например, 24 бит, может хранить гораздо больше динамический диапазон, чем файл с меньшей разрядностью, 16 бит. Это значит, что он может сохранить как очень громкие, так и очень тихие звуки с высокой детализацией. В аудио нас интересует именно детализация тихих звуков, а не диапазон громкостей. ЦАП тоже имеет свой динамический диапазон. Он показывает разницу между самым громким и самым тихим звуком. При этом тихий звук не должен быть хуже заданного порога качества.
То есть он не должен, скажем так, быть сильно искажен. И тут кроется важный момент – эффективная разрядность ЦАПа. Зачастую производители заявляют, что их ЦАП 32-битный. Это не означает, что он способен воспроизвести все 32 бита информации из файла в абсолютной точности. На практике, из-за неизбежных шумов и искажений в аналоговой части, ЦАП никогда не достигает своей заявленной максимальной разрядности. Кроме того, при конвертации в электрический сигнал могут использоваться не все биты, да это и не имеет смысла, из-за электрического шума. Эффективная разрядность – это реальное количество бит, которые ЦАП может использовать для точного воспроизведения звука с учетом всех шумов и неточностей. Хорошие ЦАПы могут достигать эффективной разрядности в 20-23 бита, что уже является отличным показателем. Вот тут мы подходим к ключевому моменту. Зачем нам подавать на цифроаналоговый преобразователь файл с 24 или 32 битами, если ЦАП все равно может воспроизвести только 20 или даже 23 бита без потерь? Ответ кроется в том, что ЦАПы, подобно студийному оборудованию, сами проводят внутреннюю обработку сигнала. ЦАП внутри обрабатывает высокой разрядности, например, 32 бит, чтобы избежать перегрузки и не терять точность. Современные высококачественные ЦАПы, например, построенные на чипах от ESS Technology, например, ESS 9038 Pro, могут принимать входной сигнал, будь то 16-24 бита или DSD, и конвертировать его во внутренний 32-битный или даже 64-битный формат с плавающей точкой. Это делается для того, чтобы выполнить различные операции: цифровые фильтры, регулировку громкости, коррекцию с максимальной точностью и снижением риска перегрузки. А можешь объяснить проще? Представьте, что вы получаете на вход рецепт, аудиофайл, написанный, скажем, с точностью до грамма, 24 бита. Ваш шеф-повар, ЦАП, берет этот рецепт, но у него на кухне есть весы, которые могут взвешивать с точностью до миллиграмма, 32 бита. Он переводит все ингредиенты в миллиграммы, чтобы произвести вычисление пропорций этих ингредиентов с максимально возможной точностью. Даже если конечный продукт вы будете подавать, округляя до грамма. А сам процесс приготовления был намного точнее. Ясно. Поэтому даже если ЦАП выдает аналоговый сигнал с эффективной разрядностью, скажем, 20 бит, то наличие более высокого разрешения в исходном файле дает ему больше пространства для маневра внутри. Это как если бы у вас был большой запас краски разных оттенков, даже если для картины вы используете только часть из них. Сам факт их наличия позволяет вам точнее подобрать нужный тон и избежать резких переходов. Вы получаете больший запас по динамическому диапазону. Это позволяет избежать цифрового клиппинга, искажений из-за перегрузки на стадии вычисления перед воспроизведением. Иными словами, большой диапазон обеспечивает более чистое и неискаженное звучание даже на самых тихих и самых громких участках. Итак, современные флагманские ЦАП и АЦП-чипы способны обеспечить динамический диапазон в районе 125-140 дБ, что соответствует эффективной разрядности примерно 21-23 бита. Это очень впечатляющие цифры. Почему не больше? Потому что на пути к идеалу стоят электрические шумы и искажения. Любой электронный компонент генерирует шум. Это случайные колебания напряжения, которые маскируют мельчайшие детали аудиосигнала. Чем ниже уровень шума, тем выше динамический диапазон, тем больше эффективных бит может использовать ЦАП. Кроме того, существуют нелинейные искажения, которые добавляют в сигнал нежелательные гармоники. Задача инженеров — свести эти шумы и искажения к абсолютному минимуму. И здесь мы упираемся в фундаментальные физические ограничения – тепловой шум, джиттер, неточности в тактовом сигнале, о которых можно посмотреть в видео по ссылке в описании, и другие эффекты. На практике, если ЦАП имеет заявленный динамический диапазон в 130 дБ, это уже невероятно высокий показатель. Для сравнения, порог слышимости человека составляет около 0 дБ, а болевой порог около 120-130 дБ.
То есть такой ЦАП способен воспроизвести весь слышимый человеком диапазон. Однако, кроме этого, требуется поддерживать минимально допустимое разрешение не только для громких, но и для тихих сигналов. Верно. Тихие сигналы не должны тонуть в шуме, потому что на них не хватило разрядов. Поэтому, когда вы видите ЦАП, который заявляет 32 бит, помните, это не означает, что вы услышите каждый из этих 32 бит на аналоговом выходе ЦАП. Это означает, что, скорее всего, внутренняя обработка происходит с такой высокой точностью. Это нужно, чтобы минимизировать потери и искажения, прежде чем звук будет преобразован в аналоговую форму, которая уже ограничена физическими шумами и искажениями. Поэтому, если вы сделали апсэмплинг, то попробуйте сохранить результат в максимально нативном разрешении ЦАП. Возможно, это позволит получить от него максимум отдачи, поскольку вы ничего не урезали между внешним апсэмплингом и обработкой внутри ЦАПа. Например, одна из целей, для которой разрабатывался конвертер аудиофайлов AUI Converter, как раз и был апсэмплинг для ЦАП. Что это значит? При создании инструмента апсэмплинга главная задача — это сделать его влияние минимальным, чтобы он как можно меньше вносил искажений от себя, ненужной информации. Ведь наша цель не, скажем так, приукрасить музыку, а просто сменить ее разрешение, чтобы отдельный блок ЦАП или цифроаналоговый преобразователь внутри устройства работал в оптимальном для себя режиме, если, конечно, такой режим можно выделить именно для этого устройства или ЦАП. Многое зависит от железа, записи и опыта слушателя. Подробнее об оптимизации файлов с помощью апсэмплинга можно прочесть по ссылке в описании к этому видео. Надеюсь, эта небольшая экскурсия в мир разрядности аудио помогла вам понять, что за, казалось бы, маркетинговыми терминами скрываются вполне логичные и физически обоснованные принципы. Высокая разрядность — это не просто продающий ход. Это инструмент, который позволяет нам сохранять больше информации о тихих звуках, обеспечивая больше эффективный динамический диапазон в файлах. Обрабатывать звук с максимальной точностью, избегая перегрузок и искажений на каждом этапе. Использовать потенциал современных ЦАП по максимуму, предоставляя им достаточно сырья для безупречной внутренней работы. В конечном итоге все эти биты, мегагерцы и децибелы служат одной цели — дать нам возможность наслаждаться музыкой во всей ее полноте без потерь и искажений. Ведь главное в аудио не абстрактные цифры, а эмоции, которые рождает музыка, когда она звучит так, как задумал ее исполнитель. Слушайте и наслаждайтесь. Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны, или наоборот, все, как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы, и если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых видео, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречным.